Привет всем! Недавно состоялось первое слушание по делу Тэхёна и Чингука. В ходе медиации они решили не соглашаться на мировое соглашение. Это решение было принято в связи с тем, что ответчик, известный в интернете как Саджан, не признал себя виновным в распространении ложной информации. Согласно юридическим заключениям, Саджан предположительно загрузила несколько смонтированных видео с намерением нанести ущерб публичному имиджу Тэхёна и Чингука. В связи с отказом Саджан признать свою вину, Тэхён и Чингук решили продолжить судебный процесс до проведения полного судебного разбирательства. Их цель – добиться того, чтобы правосудие признало ущерб, причиненный этими действиями, и наложило соответствующие санкции. Пара стремится создать четкий прецедент, согласно которому чужие изображения не могут быть использованы для фальсификации информации или в личных целях. Саджан не только загружала видео с ложной информацией, но и изменяла изображения, создавая слухи, которые так и не были подтверждены. Эти слухи быстро распространяются в социальных сетях, сея смятение среди поклонников и нанося ущерб личной и профессиональной репутации Тэхёна и Чингука. Многие из этих слухов направлены на то, чтобы разлучить пару или намекнуть на их ложные отношения с другими артистами, усиливая недовольство их поклонников. Со временем Чингук и Тэхён поддерживают стабильные отношения, основанные на взаимном уважении, командной работе и доверии. Хотя они склонны скрывать свою личную жизнь, они ясно дают понять, что едины и всегда поддерживают друг друга. Это укрепило их связь как в личном, так и в профессиональном плане, позволяя им более зрело справляться с подобными сложными ситуациями. Это дело также призвано послать серьезный сигнал другим создателям контента, распространяющим необоснованные слухи, включая тех, кто настойчиво пытается связать Чингука с другими людьми, используя отредактированный материал или сфабрикованные сценарии. Цель этого иска не только восстановить их репутацию, но и предупредить о недопустимости распространения ложной информации, особенно если это напрямую влияет на жизнь реальных людей. Тэхён и Чингук отстаивают свое право жить мирно и не быть жертвами лжи. Во многих случаях эти слухи выходят за рамки простого недопонимания. Это организованные кампании, призванные запутать общественность и манипулировать восприятием их отношений. Некоторые даже зашли так далеко, что стали создавать теории о том, что они женаты на других артистах, или отрицать свои текущие отношения, не имея на то никаких оснований. То, что произошло в этом судебном процессе, также можно рассматривать как повод задуматься о том, как мы используем информацию в интернете, а также об ответственности, связанной с распространением контента. Многие забывают, что за каждым изображением или видео стоит человек со своими чувствами, и что слова могут причинить вред, особенно когда используются для разжигания беспочвенных скандалов. Решение довести это дело до конца демонстрирует стремление Тэхёна и Чингука защищать свою правду и не допускать подобных ситуаций в будущем. Я также хочу поделиться моментом, который заметили многие из нас, моментом, который стал горячей темой для тех, кто следит за Тэхёном и Чингуком. Во время недавнего прямого эфира, в котором они оба присутствовали, их близость была ощутима не только как артистов, но и как людей, разделяющих особые отношения. Эта встреча была наполнена теми же уникальными взглядами, жестами и вовлеченностью, которые мы видели раньше, но на этот раз она казалась гораздо более интенсивной. С самого начала прямого эфира энергия между ними была ощутимой, в их жестах чувствовалась какая-то игривость, как будто ты находишься рядом с тем, кого очень любишь, и не можешь сдержать улыбку каждый раз, когда он смотрит на тебя. Взгляд, которым они обменялись, не остался незамеченным, он был долгим, пристальным, словно каждый был полностью сосредоточен на другом. Одним из самых запоминающихся моментов стал момент, когда Тэхён потянулся за стаканом воды. На первый взгляд это казалось обычным жестом, но при ближайшем рассмотрении многие поняли, что он на самом деле не пьет. Скорее, это была короткая пауза, которую он сделал, чтобы скрыть напряженность момента. Незадолго до этого на его лице отражалась смесь веселья и чего-то более личного, словно он чувствовал, что слишком откровенен. Чингук же, в свою очередь, тоже не мог скрыть своих чувств, было видно, как он, прикусив губу, смотрел на Тэхёна с легкой улыбкой, той самой улыбкой, которую невозможно сдержать, когда кто-то особенный вызывает нежность или восхищение.
Самое прекрасное во всем этом было то, что, несмотря на миллионные взгляды, они оставались совершенно открытыми. Они не пытались скрыть свою близость и не стеснялись жестов, выражающих привязанность и доверие. Это было не новостью для тех из нас, кто давно следил за Тэгуком. Всякий раз, когда они были вместе, что-то менялось, их выражения смягчались, движения становились свободнее, и мир словно останавливался для них. Такая связь не была вынужденной, она просто возникла, когда два человека стали лучше понимать друг друга. Более того, нельзя было не заметить, насколько комфортно им было друг с другом. Чингук, в частности, казался более расслабленным, чем обычно. Он держался очень открыто, он казался счастливым и совершенно непринужденным. Это выражение, которое мы все уже заметили в ней, но проявляется оно только рядом с Тэхёном. Дело не только в том, что она больше смеется или говорит свободнее, но и в том, как она смотрит на него, как слушает и как реагирует на каждый его жест. Между ними царит гармония, которую трудно описать словами, но она ощутима каждый раз, когда они оказываются вместе. За эти годы они доказали, что их отношения не подвластны времени, им не нужно постоянно говорить, чтобы показать, как сильно они любят друг друга. Иногда достаточно взгляда, едва заметного жеста или многозначительного слова. Именно в этих мелочах можно увидеть, что между ними больше, чем просто дружба или близость. Между ними царит доверие, искренняя привязанность и, самое главное, глубокое уважение друг к другу. Их естественное понимание и забота друг о друге показывают, что между ними существует уникальная связь, которая со временем крепнет и продолжает крепнуть. Эта последняя прямая трансляция – еще один пример того, насколько крепки их отношения. Примечательно, что они не делают ничего лишнего или неуместного, и именно это фанаты ценят больше всего – их искренность. Они знали, что даже на публичном мероприятии, когда за каждым их шагом следило столько людей, они вели себя искренне и без масок. Многие фанаты отметили, что вид Чингука с Тэхёном, таким свободным и выразительным, знак того, как много значат для него эти отношения. Нелегко быть уязвимым перед таким количеством людей, но рядом с Тэхёном Чингук, казалось, чувствовал себя в безопасности. Это чувство безопасности было заметно по его поведению, движениям и даже потому, как он реагировал на тишину. Потому что когда ты с тем, кто тебе действительно дорог, тишина тоже кажется комфортной. Когда видишь Тэхёна и Чингука вместе, сразу бросается в глаза одно – их общение без слов. Некоторые могут подумать, что их взаимодействие – постановка, спектакль, созданный исключительно для камер. Но если присмотреться, легко заметить, что происходящее между ними имеет совершенно иную глубину.